Всем здравствуйте! В этом видео я вам расскажу и немножко покажу, как были связаны данные носочки. Размер 39-41. Вот у меня блокаторы. Это вот такой вот у меня размер. Так, что касается узора, у меня есть небольшое видео по вязанию именно вот такого узора, поэтому можете тоже отдельно посмотреть. Так, что касается пряжа Alize Wool Time. Это такая носочная пряжа, которая хорошо известная и пользуется, я думаю, популярностью. 75% супервош и 25% у нас полиамид. Так, цвет у меня 01, метраж 200 метров в 100 граммах. Спицы номер 3. Если кого-то заинтересует, можете посмотреть мастер-класс. Я думаю, тоже у вас все получится, потому что вяжется, в принципе, легко. Узор совсем не сложный. Здесь у нас скрещенная резиночка сверху. Дальше идет пятка классическая, вот такая вот. Красивый вот этот боковой край. И ленточный мысок. Начинаем провязывать второй носок. Так, берем спицы в работу номер 3 и отмеряем нужную длину нити. Каким образом? Я вот пользуюсь таким способом, поэтому вам покажу. Я думаю, тоже кому-то пригодится. Берем ниточку и мотаем на спицу 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. И вот такая вот длина понадобится для того, чтобы набрать 10 петель. Нам нужно 52 петли плюс 1 петлю для замыкания в круг. Поэтому отмеряем ну, почти 6 раз. Вот таких вот. Такой длины. Вот 2 длины, 3 длины, 4, 5 и 6. Вот здесь вот где-то будет начало наше, поэтому вот таким образом ставим пальчики и набираем первую петлю. Она у нас будет двойная. Спицу под нить, указательный палец сверху и набираем вот таким образом. Первая петля у нас двойная. 2 петли у нас есть. Дальше повторяем движение следующее. С указательным пальцем вот это вот дальняя нить, а с большого ближняя. И заводим в петлю. И такие движения повторяем. С указательного дальняя ниточка, а с большого ближняя. И заводим в петлю. И вот таким образом я набираю 52 петли плюс 1 петлю для замыкания в круг. Вы можете набирать каким-то другим способом, но я таким способом практически пользуюсь всегда, когда вяжу носки. Ну и не только. Так, петли набраны, 53 петли. Сейчас замыкаем вязание в круг. То есть в 2 местах вытягиваем леску. Без разницы в каких местах. Пока нам нужно в любых 2 местах. Так, аккуратненько на спице подтягиваем эти наши петли. Смотрите, чтобы все они были, вот этот вот наборный край был внутри. Вот видите, все верно. Так, сейчас первую петлю с левой спицы, вот эту, мы снимаем на правую, а с правой спицы последнюю набрасываем на первую. Вот так снимаем ее и ниточку подтягиваем. Вот видите, мы уже подтянули, все, замкнули вязание в круг, вешаем маркер. Так, и дальше вяжем резиночку 2 на 2. Так, резиночка будет скрещенными петлями, лицевые именно, да, а изнаночная обычная. По изнаночной стороне будет вот так, она выглядит просто совсем.
Значит, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные. Начинаем с 2 лицевых. Значит, что такое скрещено? Есть у нас вот эта вот передняя стенка и есть задняя каждой петли. Поэтому мы будем провязывать скрещенную лицевую за заднюю стенку, вот за ту. Вот так. Следующая петля тоже за заднюю стенку. Не вот так, не за переднюю, а именно за заднюю. Так, изнаночные будут обычные. И вторая тоже обычная изнаночная. Так вот. И повторяем. Лицевую за заднюю стенку, а изнаночные обычные. Они не скрещенные. Так, и вот таким образом мы с вами будем вязать 12 рядов. То есть 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные простые. И так мы вяжем 12 рядов. После того, как будет провязана эта резиночка 2 на 2, дальше мы введем вот такой вот узор. Смотрите, как он красиво смотрится. Вроде бы просто и в то же время очень даже симпатично. Так, раппорт узора состоит из 4 петель и 6 рядов. Я вам сейчас покажу. Вот этот вот такой узор совсем простой. Пустая клетка, это лицевая петля. Так. И изнаночная петля. Поэтому первый ряд у нас будет весь изнаночный. А дальше идет, смотрите. Первая изнаночная, потом лицевая, изнаночная, лицевая. Третий, четвертый ряд одинаковые. А пятый, шестой ряд все лицевые. И будем повторять вот таким образом этот узор. Вот раппорт узора, это вот часть. Так. Поэтому, что касается вот этого узора, мы вяжем до пятки. У меня здесь провязано после резиночки 28 рядов. То есть, если раппорт узора 6 рядов, то у меня провязано не целых 5 рядов. Я остановилась в пятом раппорте, но не довязала 2 ряда. Вот. Вы можете, в принципе, довязать полностью, то есть полностью закончить 2 лицевыми рядами. Вот. Поэтому у меня здесь 28 рядов. Провязываем конкретно вот этот вот узор. А дальше будем вязать пятку. Итак, полностью у меня уже провязан вот этот вот паголенок. 28 рядов узора. И здесь 12 рядов резиночки 2 на 2. То есть всего получается 40 рядов. Так, сейчас переходим с вами к вывязыванию пятки. Вот этой части. Будем вывязывать сейчас стенку пятки. Вот эту вот часть. Так, что касается провязывания этой пятки, смотрите. Это стенка, да, вот это вот стенка. Вот она, это стенка пятки. Она будет провязана вот таким вот узором. На мой взгляд, довольно-таки симпатично смотрится. И пятка получается укрепленная. Кроме того, получается вот такой вот боковой край. Красивый. Похож на фабричный. Поэтому, если кто-то хочет вязать вот таким именно узором, и чтобы получился вот такой вот край, вы можете сейчас перейти по ссылке, которая появится в правом верхнем углу, и посмотреть, как вот там я все объясняю. Вот эти вот носочки, это из пряжи Реги, хлопковые. Так, и вот так вот выглядит эта пятка, видите, тоже одинаково провязана. И вот этот вот край точно так же, и вот этот вот узор. Так, вывязываем стенку пятки и затем встретимся, когда уже будем провязывать чашечку. Чашечку, то есть вот эту вот часть. Вот эта чашечка называется. Стенка пятки провязана. Вот это вот у нас получается такой вот узор. Он плотный. И вы знаете, очень такой, довольно-таки даже на ощупь ощущается, что он плотный. Так, теперь мы с вами приступаем к вывязыванию чашечки.
Вот у нас, смотрите, всего 26 петель здесь на спице. И мы вывязываем следующим образом. Сначала провязываем 8 петель. Вот здесь вот отсюда, в начале ряда. Дальше провязываем 9 петель. 9. И 10-ю петлю центральной части мы с вами будем провязывать с первой петлей вот этой части. Точнее, мы делим вот эту вот нашу стенку, которую сейчас вязали, на 3 части. То есть 8 петель, 10 и 8. 10 петель центральные мы с вами будем постоянно провязывать. В результате у нас чашечка вот эта состоит из 10 петель. Единственное, когда мы с вами будем провязывать последнюю петлю центральную, мы будем провязывать с первой петлей боковой части. Если это будет лицевая сторона, значит мы провязываем за задние стенки. Если будем по изнаночной стороне, значит будем провязывать за передние стенки. Так, я сейчас вам все покажу, поэтому приступаем. Провязываем 8 петель чашечки. Так, сейчас я буду ее вязать лицевыми петлями. Так, давайте вот это вот таким образом я размещу. Значит, провязываем 1, 2 петля, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вот мы 8 петель провязали. Центральных провязываем, как я сказала, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 10-я петля вот эта центральной части и первая петля боковой части вот отсюда. По лицевой стороне мы провязываем вместе за заднюю стенку. Вот таким. Вот так. Не вот так, а за заднюю стенку. Вот так. И смотрите, здесь у нас уже останется 7 петель. 2, 4, 6, 7. То есть мы одну уже с вами убавили. Чашечка вяжется, то есть убавляются вот эти петельки. Получается вот такой вот край. С одной стороны, где убавки идут, и с другой стороны. Сейчас разворачиваемся на изнаночную сторону. Ниточка вперед сейчас. Вот так вот снимается первая петля. Подтягиваем. Провязываем дальше центральную часть. Центральная часть, как я сказала, должна быть 10 петель. Но мы с вами будем провязывать 9. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Смотрите, вот сделали убавку, она уже выделяется, да? Вот у нас 2, 4, 6, 8, 9 петель центральных провязали. 10-я вот это вот центральной части петля и первая боковой части. Как я сказала, по изнаночной стороне мы провязываем за передние стенки. Вот таким образом. Вот. И опять разворачиваемся на другую сторону. Все. Мы с вами выполнили по одной убавке. Вот здесь вот и здесь. И вот там, где убавки, они уже видны. Выделяются вот эти вот части боковые. Видите, вот здесь выделяется и здесь. Так, сейчас опять снимаем первую петлю, но по лицевой стороне ниточка идет назад. Вот так. Позади спицы. Опять провязываем петли центральные. Они уже сейчас у нас будут видны, где заканчивается. Вот видите, все, мы подошли к этой убавке. Значит, последняя петля центральной части с первой петлей боковой по лицевой стороне провязываться за задние стеночки. Вот так. Вот. Опять разворачиваемся на изнаночную сторону. Ниточка уже вперед рабочая. Провязываем тесно изнаночные эти петли. Доходим до предпоследней петли изнаночного ряда, да, вот здесь вот точнее. И провязываем за передние стенки
изнаночной петлей. Вот так. Опять на лицевую сторону. Вот таким образом мы с вами провязываем, при этом убавляем боковые петли. То есть у нас должны убавиться все петли здесь и с этой стороны. Останется у нас 10 петель центральных. То есть вот этих вот. Провязываем дальше самостоятельно. Так, последняя убавка за заднюю стенку в лицевом ряду. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Провязываем до конца, не доходя 2 петель по изнаночной стороне. И это у нас будут последние убавки в чашечке. Вот. Так, разворачиваемся на лицевую сторону. И вот так вот выглядит эта наша чашечка. По изнаночной стороне вот так. Так, сейчас будем набирать петли по бокам. Вот здесь вот. У нас идут вот эти вот косички, когда мы с вами провязывали стенку пятки. Так, 2 последние петли первые мы с вами не провязывали в изнаночном ряду. Вот поэтому мы за эти стенки будем сейчас набирать петельки. Я имею в виду вот эти вот 2 дужки каждой петли. Именно 2. Так, в первую очередь чашечку мы делим на 2 части. У нас 10 петель, значит 5 петель провязываем и вытягиваем спицу, чтобы было удобнее вязать. То есть сейчас мы с вами будем разделять наше вязание на верхнюю часть и на нижнюю. Так, 5 петель, вытягиваем леску, спицу точнее. Опять провязываем 5 петель. Последняя тоже. Так, здесь у нас тоже делим вязание на 2 части. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 петель. То есть по центру вытягиваем. Вот видите, будет уже одна часть и с другой стороны. Так, начинаем набирать петельки по бокам стенки. Вот здесь вот. Значит, смотрите, вот у нас вот это вот первая, прям рядышком, да, вот рядышком с чашечкой. Тесно провязали, подтянули. Следующее. Провязали, подтянули. И вот таким образом набираем вот за эти боковые 2 тушки. Вот они. Так, то есть они видны. Вот если вот так вот, видите, присмотреться, они видны, эти 2 дужки. Вот. Следующее. И вот по изнаночной стороне получается вот такой вот край по изнанке. Так, и таким образом мы с вами набираем 15 дополнительных петель. Так мы с вами набираем 2, 4, 5. Это была чашечка. И еще вот здесь вот по бокам 15 петель. Дальше мы с вами пойдем на узор, то есть на верхнюю часть. Так, давайте так, наберем петли, остановимся здесь. Я вам покажу дальше, как узор мы с вами будем провязывать. Так, набрали уже 15 петель, вешаем маркер. И дальше идет у нас уже верхняя часть. Мы с вами остановились, как вспоминаем, до провязывания стенки пятки. Не провязали 2 ряда последнего раппорта. Так, 5-й ряд, то есть 5-й и 6-й ряд последним раппортом мы с вами не провязали. Поэтому мы их провязываем сейчас, то есть сохраняем этот рисунок. 5-й ряд это лицевые, 6-й ряд тоже лицевые. Значит, 2 ряда подряд у нас здесь в верхней части, здесь и вот здесь будут все петли лицевые. Провязываем сейчас полностью лицевыми петлями верхнюю часть. Вот на этой
части спицы. Вот, видите, как уже получается у нас. Так, вытягиваем леску и сейчас провязываем тоже верхнюю часть с другой стороны. Тоже лицевые петли. То есть рисунок сохраняем. В верхней части у нас всегда будет сохраняться рисунок. Вот видите, в этих носочках, да, вот верхняя часть сохраняется рисунок, а нижнюю часть мы с вами будем провязывать лицевыми петлями. Так, провязываем вот эти вот петельки все лицевые. Идет 5-й ряд этого раппорта. Так, затем вешаем тоже маркер вот здесь. И точно таким же самым образом набираем петли, как и по этой стороне. То есть у нас вот здесь вот 15 петель должно быть тоже набрано. Так, вот здесь вот. Набираем потихонечку, не спеша, аккуратно, чтобы действительно было все красиво. Если будут такие вот дырочки, значит нужно подумать немножко и как выйти из этого положения. Вот видите, вот в принципе можно так оставить. Дальше за 2 тушки вот эти вот подтягиваем. Смотрите, если вас устраивает, если здесь не будут дырки, то в принципе можно оставить. Хотя вот все равно какая-то вот здесь вот дырка есть, поэтому можно по-другому как-то вот подумать, вытянуть вот одну протяжку или стенку какой петли, провязать и посмотреть, как оно будет выглядеть. Так, вот здесь вот если наберем, вот подтянуть, хотя вот это вот тоже не очень не нравится. Так, давайте я вот здесь вот наберу и потом через одну дужку. Вот так. Тоже некрасиво, значит. Так, вот здесь вот набрали. Смотрите, можно вытянуть вот так петельку, стенку какой-нибудь петли, да. Вот что-то такое есть похожее, да. Так, и затем вот смотрите, вот у нас тоже такие вот переходы между петлями. Вот, поэтому вот между этими переходами тоже можно, даже с помощью крючка, если что, вот так вот сделать. И смотрите, оно сразу все плотно закрывается. Так, но это здесь, вот видите, вот здесь вот я имею в виду. Поэтому, если вдруг надо такая вот петля между этими петельками, такие вот переходы, поэтому вот сюда именно нужно лучше всего крючком попасть. Так, все, набрали. Дырки у нас нет, поэтому дальше набираем петли за 2 дужки. Тоже 15 петель. Но набираем именно крайние, да, вот эти крайние дужки. И оно потом красиво смотрится. То есть получается вот такой вот край. Вот видите, вот такой вот край получается, когда мы с вами сейчас набираем петли. И когда мы с вами провяжем, будет именно вот такой вот край. Так, набираем до конца эти петли. Дальше провязываем весь ряд лицевыми, потому что в нижней части будут все лицевые, как обычно я сказала, вяжем. Так, а в верхней части у нас рисунок, но 6-й ряд этого раппорта он тоже лицевой, поэтому следующий ряд мы с вами полностью провязываем лицевой. Так, смотрите, сейчас идут у нас уже убавки. Убавки в клине подъема. Вот эти вот. Мы с вами будем выполнять их через ряд. Вот сейчас у нас идет убавки. Мы с вами будем выполнять до маркера и с другой стороны после маркера. Значит, первый ряд с убавками провязываем все петли, не доходя 3 петель до конца. То есть до маркера вот этого. 3 петли оставляем. И я вам сейчас покажу, как мы с вами будем выполнять эти убавки.
Таких убавок у меня будет всего 7. 7 убавок будет. Вот у нас первая убавка. Так, с этой стороны мы с вами выполняем убавку вправо. 3 петли остается, значит, убавки выполняем вот в этой петле и в этой. Мы их провязываем вместе лицевой петлей. Вот так. Все. Эта убавка вправо, и она будет выполняться с этой стороны всегда так. А эта петля перед маркером, да, вот эта вот, она будет всегда провязываться лицевой. Все. Дальше идет у нас первый ряд раппорта, то есть все петли изнаночные. Провязываем первый ряд изнаночными петлями и доходим до маркера на той стороне. Доходим до маркера, переснимаем. Значит, первая петля после маркера с этой стороны будет провязываться лицевой тоже, так же, как и там, да. Так, и дальше будет убавка. С этой стороны убавка будет уже влево. Она выполняется следующим образом. Первая петля вот эта снимается, вторая провязывается, и та, которая была снята, набрасывается вот на эту. Вот так. Вот эта убавка влево. С этой стороны всегда будет выполняться убавка влево. И таким образом идем дальше до конца этого ряда. И дальше следующий ряд у нас будет без убавок. То есть мы с вами будем выполнять убавки, как я сказала, через ряд. Один ряд с убавками, второй ряд без убавок. Вот мы с вами сделали первый ряд с убавками. За 3 петли вот здесь вот. Вот у нас убавочка. Это лицевая всегда. Сверху у нас рисунок идет. После маркера первая петля провязывается, а дальше идет убавка влево. Так, сейчас мы с вами провяжем полностью без убавок. И дальше чередуем эти ряды. Значит, всего у нас должно быть 7 убавок. Одну убавку мы с вами выполнили. Останется еще 6 раз. То есть 6 таких рядов с убавками мы с вами выполним. Так, и после того, как будут выполнены убавки, вот здесь вот мы остановимся. И с вами будем дальше вязать уже по кругу. Останется у нас тоже 52 петли на спицах. Здесь убавки выполнятся, поэтому будет 52 петли, так же, как и в самом начале. И все. И мы с вами дальше вяжем вот сюда, до мыска. Сохраняя верхний рисунок, а внизу лицевая гладь. И таких рядов у меня на мой размер будет 58. Я вяжу очень плотно, и вы знаете, 58 рядов мне хватило для того, чтобы начинать провязывать мысок. Итак, ряды у меня уже провязаны до формирования мыска. Как я уже сказала, здесь у меня 58 рядов. Вот у меня последняя убавка была. И здесь вот мы остановились. Значит, всего 58 рядов. Что касается длины стопы, вот от пятки 21,5. То есть это у меня 40, 41, ну даже на 39 тоже он пойдет, этот носочек. Так, сейчас мы с вами будем приступать к вывязыванию мыска. Мысок — это вот часть носка, вот это вот. Вот это называется мысок. Мысок у меня ленточный. Вот так он выглядит поближе. С одной стороны и с другой. И закрыты петельки, затем швом петля в петлю. Так, что касается этого мыска, вы знаете, провязывается он совсем просто. Единственное, нужно сейчас немножко по-другому наше это вязание сформировать. Так, вот у меня по центру подошвы я остановила. Значит, так, мы с вами вытянем леску вот здесь, вот где эти маркеры. Середина вязания будет наша здесь. Вытягиваем леску. И вытягиваем здесь тоже леску. То есть верхняя и нижняя часть будет провязываться вместе. Так, вот смотрите, вот у нас пятка. И вот так вот мы с вами сейчас выполнили наше это вязание. Так, вот это вот нижняя часть, а здесь у нас идет верхняя.
Так, что касается убавок, мы с вами будем выполнять убавки вот здесь, вот в начале ряда, а здесь в конце. И они будут вот таким треугольничком. В нижней части то же самое, в начале ряда и в конце. Также будут идти треугольничком. Так, мы с вами остановились посередине подошвы, поэтому довязываем эту нижнюю часть. Пересчитайте обязательно, должно быть 26 петель на каждой спице. То есть 2 равные части должны быть. Так, маркер убираем. Так, пересчитываем обязательно 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26. Так, по той стороне тоже пересчитайте, чтобы нигде петли не потерялись. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Так, переходим на верхнюю часть и начинаем с вами провязывать этот мысок. Итак, первая петля всегда будет провязываться лицевой. Все остальные петли у нас тоже будут лицевые. И у нас мысок провязан именно лицевыми петлями. Вот видите. Так, значит, первая петля у нас всегда будет лицевая. Дальше идет убавка влево. В начале ряда убавка влево. Вот эта петля снимается, следующая провязывается. И та, которая снята была, набрасывается на вот эту. Это убавка влево. То есть в начале ряда идет убавка влево. Дальше все петли идут лицевые. За 3 петли до конца этого ряда мы с вами сейчас остановимся и будем тоже выполнять убавку. Так, доходим до последних 3 петель и выполняем убавку. Убавка в конце ряда идет влево. За 2 передние стены. В конце ряда идет убавка вправо. За 2 передние стенки подхватываем и провязываем лицевой. Так. Последняя петля будет провязываться всегда лицевой петлей. И вот таким образом мы с вами будем выполнять такие убавки и в верхней части, и в нижней. Сейчас переходим на нижнюю часть. Опять первая петля у нас провязывается лицевой. Дальше идет убавка. Убавка в начале ряда идет влево. Снимаем петлю, следующую провязываем и набрасываем вот на эту. Дальше идут все петли лицевые. Опять, не доходя до 3 петель, в конце ряда выполняем убавку. Убавку вправо. Так, и ленточный мысок провязывается лицевыми петлями. Так, вот доходим до 3 петель, выполняем убавку вправо. За передние стенки просто провязываем лицевой. Последняя петля лицевая. Все. Значит, за один ряд мы с вами выполнили 4 убавки. В начале ряда, в конце ряда, в верхней части и в нижней части. Сейчас у нас на спицах уже не 52 петли, а 48. То есть 24 с одной стороны, 24 с другой. Так, следующий ряд у нас будет без убавок. То есть мы с вами будем выполнять полностью лицевой ряд без убавок. Дальше опять у нас будут убавки. То есть мы чередуем один ряд с убавками, второй ряд без убавок. И таких у нас рядов с убавками будет 5. 5 раз мы с вами выполним через ряд. Вот один раз мы выполнили, да? Еще 4 раза мы должны выполнить убавки такие же через один ряд. И тогда у нас останется на одной спице было 26. 5 раз мы с вами убавим, значит будет 16 петель. То есть с одной стороны и с другой стороны, да, в начале и в конце ряда. И после этого, когда останется 16 петель, мы с вами будем выполнять убавки уже в каждом ряду, тоже 5 раз. Так, и 16 петель остается. 10 мы с вами сократим, останется 6 петель центральных.
вот эти вот 6 центральных петель, которые мы с вами затем сошьем швом петля в петлю. Вот этот вот шов. 6 петель мы с вами сошьем. Будет аккуратненький такой вот шовчик. И поэтому будет красивый носок. Вот так вот выглядит этот ленточный носок, если он провязан полностью. И внизу. Если кто-то не умеет пользоваться вот таким швом петля в петлю, можете посмотреть мое видео. Оно очень такое, я думаю, понятное. И многие посмотрели, поэтому я надеюсь, если кто-то еще не умеет сшивать петли швом петля в петлю, у вас тоже все получится. Так, все. И на этом у нас носочки будут готовы. Останется только постирать. И, конечно, с удовольствием носить. На этом у меня все. Если это видео было вам полезным, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и переходите по ссылочкам в описании. Там тоже есть много интересного, полезного по вязанию. Всем спасибо за просмотр.